А ты заехала за по шлагбауму? Нет, Она нет, настолько смешно. не, она настолько сентиментальная, нет, она классная. Жень, мы все заехали. Сейчас я тебе дам трубку, девочки. Красота спасет мир. Мяч круглый, выступление длится 1,5 минуты – это факты, все остальное – теория. Это в кино, если ты понимаешь, что концовка неправильная, время можно перемотать назад и попробовать смоделировать иную реальность. В жизни приходится довольствоваться только одной попыткой. Александра Меркулова была бесподобная девочка, и я ей как бы думала, что у нее будет огромное будущее, но, к сожалению, не получилось. И как оно выяснилось, я тоже ошибалась в этом смысле. Она, к сожалению, стала старше, стала полнеть, не смогла справиться со своим весом. Очень хотела продолжать тренироваться, но не смогла. Удачно ли своим шансом распорядилась Александра Меркулова, сейчас сказать сложно. Она не стала, как ожидалось, явлением, суперзвездой в художественной гимнастике. Закончила карьеру в статусе чемпионки мира в команде и вице-чемпионки Европы в многоборье. По меркам вида спорта скромно, но иногда, когда твой тренер сама Ирина Виннер, даже этого достаточно. Мне кажется, все мечтают об этом, это очень хорошо. Конечно, там, может быть, кто-то как-то неправильно это понимал, кому-то казалось, что я любимчик, еще что-то. Но я тренировалась наравне со всеми, если не больше. Мне нравилось тренироваться ради нее, для нее, ей нравится. Когда ты тренируешься, ты реально получаешь такое удовольствие, которое, возможно, ты не получаешь даже на соревнованиях. При миллионе зрителей она дает тебе столько энергетики, столько сил, даже просто ты в обычный прогон под музыку, даже часть ты делаешь, и то она в тебя столько вкладывает, столько эмоций своих, что ты не можешь ей не отдать их обратно вдвойне. И вот от этого я получала огромное удовольствие. Саша попала в Новогорск в 12 лет. К 16 стала одним из лидеров команды и летом 2012-го поехала в Великобританию в статусе участницы Олимпийских игр. Только вот уже после их начала, незадолго до старта гимнастического турнира, Меркулова узнала, главный тренер решила выбрать другую. Так получилось, что это не совсем она мне сказала, я вообще это прочитала в интернете. Для меня это и было тоже очень тяжелым таким как-то моментом, когда я сижу на кровати, достаю интернет, и мне начинают писать: да ладно, поедешь на следующую Олимпиаду, не переживай, еще у тебя будет следующая. Я не понимаю, что к чему мне это все пишут. Я же вроде еду сейчас, все нормально. И тут я захожу, мне присылают ссылку, и где Ринцан уже написала, что едет Дмитриева. Начальник сказал, наверное. А я просто проводник этого начальника. Начальник сказал, так мне пришло. Я выбрала. Потому что они были совершенно почти равны. Но у той была, немножко болела нога. У нее была такая тихая травма ноги. Вот, ну, как выяснилось, что выбор сделала правильный, а победители не судят. После той Олимпиады у Саши начались проблемы с весом, со здоровьем. Видимо, разочаровавшись, Ирина Александровна стала уделять ей меньше внимания. Да и полуголодное существование явно наскучило ставшей уже совершеннолетней девушке. Появились другие интересы. Но только драма из всей этой истории, как могло произойти с большинством других барышень, так и не вышла. Скорее, мелодрама. Сейчас Саша тренирует, радуется жизни и готовится к свадьбе. Жених – Игорь Ажиганов, хоккеист ЦСКА, серебряный призер молодежного чемпионата мира 2012 года. А та поездка в Лондон стала просто воспоминанием. Не слишком радостным, но и не особо тяготящим. Ну, переживала, конечно, но я такой человек, что я быстро все отпускаю достаточно. Я не могу не обижаться ни на кого, у меня такой характер. И, видимо, и также я даже отпустила эту Олимпиаду, что и забыла вообще, и, слава богу, не вспоминаю даже. Намного более драматичная история случилась с другой гимнасткой, которая готовилась к той лондонской Олимпиаде. Еще за 3 месяца до игр железным вторым номером команды была Дарья Кондакова. В этом статусе она успела съездить на 3 предшествующих играм чемпионата мира, выиграла на них 4 золотые и 11 серебряных медалей. Ну а потом на одном из этапов Кубка мира случилась травма, разрыв крестообразной связки колена. Вы знаете, как тренер ведет спортсмена из года в год, то есть кажется, что это так единое целое, а потом на каком-то этапе возникают другие интересы,
они занимают какое-то более важное место, и у тренера начинается борьба с этими интересами. Когда тренер может победить, ну, значит, молодец. Ну, вот где-то здесь, наверное, может быть, тренер проиграл. Та травма была лишь конечным звеном в длинной, вполне стандартной для художественной гимнастики, да и для спорта вообще, цепочке. Лишний вес, небольшие, но все-таки губительные нарушения дисциплины, не всегда добросовестная разминка. Когда Даша поняла, что может остаться без Олимпийских игр, одумалась, но оказалось слишком поздно. То, что она делала, это, в принципе, фантастика. Она на разорванной связке тренировалась 1,5 месяца. То есть я смотрела каждый день, и я рыдала, потому что тогда, когда я ее призывала к этому, ну, она думала, что еще время есть. Сейчас оно наступит, и я возьмусь за себя. А когда случилось вот это непоправимое, Даша пахала просто. Ну, даже сейчас слезы. В Лондон ученица Анны Шумиловой после замужества Дьяченко все-таки поехала, но другая. Алина Макаренко, которая выступала в групповом многоборье. Даша Кондакова в аэропорт приехала в качестве провожающей. Для меня, конечно, это было очень трогательно. Вот, очень больно, с одной стороны, радость за победу Алины Макаренко в групповых упражнениях и такая боль за Дашу Кондакову. То есть как тренер я в свои молодые годы, наверное, испытала и радость, и такой ужас. Не случись той травмы Кондаковой, сейчас спортивная жизнь следующей ученицы Дьяченко, Александры Солдатовой, могла быть чуточку легче. Но легче, как показывает практика, далеко не всегда лучше. Особенно, когда ты не первый и даже не второй, а третий номер сборной. Ну, у нее тараканы свои, что она не часто верит и не всегда верит тренеру, и в частности даже мне, когда я говорю ей о том, что она это может. Она думает, что она это не может. Но когда она перебарывает себя, ей нету, как говорится, равных. В Рио-де-Жанейро этим летом Александра Солдатова, вероятнее всего, поедет. Ирина Виннер собирается взять с собой на заключительный предолимпийский сбор 3, а возможно даже 4 претенденток. И там уже, на южноамериканской земле, объявить, кому все, а кому ничего. Я стараюсь как бы не обращать на это внимание, потому что каждый день, когда я встаю, каждый день у меня идет борьба с собой, преодолевание себя, каждая тренировка, каждый прогон. Это идет как бы поэтапная подготовка к большим стартам. Поэтому, конечно же, стараюсь об этом не думать, о какой-то конкуренции, какой-то это. Стараюсь выполнять то, что нужно мне, и не следить за как бы остальными. Примерно то же говорит и первый номер команды Яна Кудрявцева. В нынешнем предолимпийском цикле на чемпионатах мира она не проиграла многоборье ни разу. Даже в прошлом году в Штутгарте. Как выяснилось после соревнований, там гимнастка выступала со сломанной ногой. В ступне полностью раскрошилась ладьевидная косточка. Я не знала, что у меня перелом. У меня такая нога, что не могли поставить правильный диагноз. Наверное, если бы я знала, что это перелом, то меня бы мысли замучили, как я так, бедная. Вообще себя жалеть никогда, конечно, нельзя, но, наверное, это мне помогло, что я не знала. Думала, болит и болит. Болела действительно очень сильно. На уколах, на одной ноге, прыгая до площадки. А потом уже, наверное, какой-то адреналин такой срабатывал, что на площадке особо не чувствовала, что какую-то боль. Зачем незадолго до Олимпиады идти на такие жертвы? Если бы речь шла о любой другой команде в почти любом другом виде спорта, этот вопрос был бы абсолютно уместен. Но в субъективной, с точки зрения судейства художественной гимнастики, все достаточно очевидно. Уступить сопернице статус лучшей гимнастки мира, пусть даже и своей соотечественнице. Наверное, действительно лучше со сломанной ногой на ковер. Может быть, девочки и не лукавят, говоря, что не думают о том, как бы не стать третьей лишней. Не думают? Скорее всего, за долгие годы эти мысли перешли на уровень подсознания. Потому что список из тех, кто мог, но не добежал, уже сейчас гораздо длиннее, чем тот, что вошел в олимпийскую историю. Такова спортивная жизнь. Ответственность моя. Вот то, что мне дали вот этот орден Героя труда. Я вот все думала, за что? Ведь я люблю свою работу. Я с удовольствием сижу, с удовольствием работаю. А потом, когда Путин сказал приветственное слово, он сказал, эти люди взяли на себя ответственность. Так вот, уже 7-я Олимпиада, на мне висит ответственность. 7-я Олимпиада. 7-я. Новый
новый дезодорант «Заряд молнии». Может гарантировать тебе внимание женщин или мгновенный успех? Вряд ли. Но он точно даст тебе молниеносный заряд свежести с утра и до вечера. Что-то еще? Добейся этого сам. Nivea Men. День начинается с тебя. Я росла в омской школе, и для меня Ира Чащина казалась что-то нереальным таким ангелом. Большие чемпионы не любят сравнений. Они даже о своих кумирах детства, сами став примером для подражания, начинают отзываться как-то слишком сухо. Но в художественной гимнастике иначе. Здесь принято публично отдавать должное своим предшественницам и хвалить их, а не себя. Даже когда ты – самая титулованная гимнастка в истории, единственная, выигравшая в личном многоборье 2 золотые олимпийские медали. Я не могу сказать, что я была здесь лучше всех, потому что для меня, мне казалось, что, наоборот, все, кто в сборной, лучше меня делают. Я стремилась, я училась. Когда выступала молодая, еще тренировалась Ира Чащина, Алина Кабаева. Потом был 2-м, 3-м, 4-м номером и так далее. Там начиналась Оля Капранова, Вера Сесина. Для меня казалось, что это недосягаемо. Но теперь ее результаты многим кажутся таковыми. Своим секретом успеха Канаева делится легко и с удовольствием. Надо просто очень любить свое дело и работать соответствующе, на грани фанатизма. А еще не уходить из зала до тех пор, пока не сделаешь все так, чтобы тебе самой понравилось. Это правило Женя никогда не нарушала. Почти. Нет, я в стенку бежала. Я помню, мне составили как раз вот сейчас Маргарита Мамун делала. Мне под эту музыку составляли в Олимпийский год «Черного лебедя» под ленту. И я помню, отрабатывала эту ленту, она мне безумно нравилась, и я музыку любила, шикарная музыка. И образ мне нравился, и новые элементы какие-то, находки. Но у меня что-то так не получалось. Помню, я сидела, уже 10 часов было, и я делала начало, но мне лента не захватилась, и я в стенку добежала. Про свою спортивную карьеру Канаева говорит, как в сказке. Вероятнее всего, имея в виду абсолютный хэппи-энд. Только вот, превратившись в штамп, эта фраза потеряла часть былого смысла. Ведь почти во всех сказках, даже самых гуманных, герои преодолевают столько разных трудностей, что даже условный хэппи-энд иногда кажется недостаточной наградой для героев-страдальцев. Себя же страдалицей Женя не считает, и даже о прежних сложностях вспоминает с какой-то поразительной теплотой. Это абсолютно гениальная девочка, в том смысле, что она сама себя сделала, она очень много готовилась, тренировалась, делала дополнительные какие-то задания для того, чтобы улучшить и свою фигуру, и свою стопу, и свою гибкость. Невероятно трудолюбивый ребенок был. И все это у нее сохранялось. Она очень любила выступать, и иногда даже, когда я не разрешала ей выступать по болезни, она все равно упрашивала меня и уезжала. Я спрашивала, в чем проблема, почему ты едешь на соревнования? Она говорит, я люблю выступать. В медальном воплощении эту любовь выражает число 18. Столько медалей Канаева выиграла на чемпионатах мира. И лишь одна из них не золотая. С 8 по 12 вопрос о том, кто лучшая в мире, как-то особо не поднимался. Актуальным его могла сделать только ошибка самой гимнастки, но ошибалась Женя редко. Да и проблем с излишним волнением у нее никогда не было. И также на Олимпиаде я стояла в скакалке, помню, первое выступление. У меня выскакивало сердце из груди, было страшно. А вот на второй Олимпиаде у меня как раз-таки наоборот. Я замучила своего тренера, Вера Фремовна Штельмаус. Говорю, ну как так, я не боюсь, ну надо же хотя бы чуть-чуть волноваться. Пока я думала об этом, вышла, облажалась я с обручем, но потом немного вот вошла в строй, и нормально было уже. Уже об этом не думала, что я не боюсь. Став самой титулованной гимнасткой в истории, Канаева решила завершить карьеру. К этому моменту ей было уже 22, по гимнастическим меркам почти ветеранский возраст. Да и специфика вида спорта, по крайней мере в России, такова. Он требует почти полного самоотречения. А когда ты молода и прекрасна, даже фанатичная любовь к своему делу со временем притупляется. Тем более, если есть возможность направить ее, эту любовь, в новое русло – тренерское и материнское.
Меня просмотрела Ирина Александровна, я потом вот так на Алину смотрела. Я была счастлива, что я с ней встретилась. Сейчас, когда мы видим всегда Алину на соревнованиях, она всегда нам тоже удачи желает, общается с нами позитивно. Я до сих пор на нее вот такими глазами смотрю. Алина Кабаева не выступает уже почти 10 лет, но и сейчас она главный кумир всех юных и уже заслуженных гимнасток мира. Про нее продолжают снимать документальные фильмы, писать статьи и хвалебные оды. Бесспорно, Алина Кабаева – самая известная гимнастка в мире, которая в свое время вместе с Ириной Виннер совершила настоящий переворот в художественной гимнастике, точнее, в ее индивидуальных видах. Но вот другой переворот в групповой программе остался по сравнению с этим почти незамеченным. Между тем, произошел он совсем недавно, на Олимпийских играх в Лондоне. Переворачивали снова россиянки. Я тоже взялась за очень сложное дело, совершенно с новым составом. Мы за год сделали программу, которая, в общем, явилась переломным моментом именно в групповых упражнениях, которая приблизила групповые упражнения на один уровень с индивидуальной гимнастикой, во всяком случае, в России. Потому что там 5, и они должны быть один за всех, все за одного с одной стороны, а с другой стороны они должны совершенно работать независимо друг от друга. Независимо друг от друга. Вот это вот наше, как говорится, ноу-хау. Кидать предметы туда, где никого нет. Делать такие же сложные элементы, как в индивидуальной программе. И все это с улыбками на лицах, легко, непринужденно. Так, как будто и не работали над программами с утра до ночи. Чем сложнее, тем выше риск вообще пролететь мимо медалей. Но только вот кроме золота этой сборной ничего и не надо. Так воспитывают с самого детства. Не каждая личница может стать групповичкой, но каждая групповичка сможет стать личницей. Высоко поставленные броски, они тоже сила в руках, вся эта физическая подготовка, но групповички, как кони, они, наверное, должны быть выносливые. А личницы, если что-то заболело, к ней могут найти те элементы, которые она может не делать. В групповом упражнении так нет. Болит, приходится делать. Потому что нельзя подвести всю команду. О том, как не подвести остальных, Анастасия Близнюк в нынешнем составе сборной знает, возможно, лучше всех. Она единственная из олимпийских чемпионок Лондона, кто продолжает тренироваться. Хотя еще год назад шансов на возвращение в основной состав не было. У нас есть такой постановщик, Люси Димитрова. Она пришла и говорит, я тренирую второй состав. И работаю. Она говорит, Близнюк, что ты делаешь? Я на нее поворачиваюсь, думаю, а что я делаю? Тренирую. Она такая, встала. Я сижу. Она такая, встала. Я поднимаюсь, говорю, что случилось? Она такая, встала и вышла на ковер. Я начинаю смеяться, говорю, Люси. Она говорит, взяла предмет, говорит, скоро, говорит, будешь плясать. Я говорю, ой, не смешно, Люси. И вот с этого дня я пошла в спортзал, начала худеть для себя, заниматься хореографией, чтобы, что-то так вспомнить. И вот как-то пошло, поехало, и вот и получилось, что я вернулась. Она любит художественную гимнастику. Она не представляет себе жизни без нее. И она хотела быть тренером. 2 года она сидела в зале и тренировала, а потом поняла, что почему бы не попробовать. У меня и Назаренко Настя попробовала, но она не вытянула. А вот она попала. Предстоящая поездка в Бразилию для Близнюк должна стать даже более необыкновенной, чем для ее подруг по команде. И не потому, что она поедет за вторым, а не, как остальные, за первым титулом. Просто Бразилия для нее успела стать немного своей. Месяц она там жила и тренировала, готовила бразильских групповичек к домашней Олимпиаде. Страна Насте понравилась. Они все время на позитиве, улыбаются. Даже просто заходишь в магазин, и они все тебе улыбаются, подбегают, фотографируются. Только потому, что, допустим, я блондинка. А когда, со мной была хореограф, она начинает рассказывать, это вот Настя там описывает, они еще больше со мной. Я говорю, зачем ты сказала? Уехав на родину, Близнюк собиралась через несколько месяцев вернуться и продолжить работу. Но помешала болезнь. История, на самом деле, вроде сейчас и смешно, потому что это вроде по глупости заболела. Поехала на мастер-класс на 4 дня в Анапу и заразилась хантавирусом. Это болезнь грызунов или болезнь немытых рук. Для людей с сильным иммунитетом эта болезнь не слишком страшна, но у Насти отказали почки. С температурой под 40, без сознания, она попала в реанимацию.
и только через пару месяцев полностью оклемалась. В общем, о Бразилии пришлось забыть, Ирина Вильнер запретила. Но, видимо, от судьбы не уйдешь. Как там скажут, так там и будет. Ирина Александровна всегда говорит, вы заслужили, там скажут «да», здесь никто не сможет сказать «нет». Если там скажет «нет», тут никто не сможет сказать «да».